Изучая путь чая, мы сталкиваемся с некими основными принципами Вакгейса и Джаку, которые включают в себя очень важные и, в общем, понятные для нас идеи и возможность создания такой встречи между людьми, которая позволит услышать, что у человека в сердце на самом деле. Это очень важная практика. То есть слушать шум ветра в соснах, делать что-то, что, казалось бы, не важно для современной жизни, но только когда ты делаешь что-то подобное, ты стряхиваешь пыль сердца, ты слышишь свое сердце, ты настраиваешься на настоящее, на связь с природой, внимательно относишься к людям, к предметам, к энергиям, и ты чувствуешь, что правда и что важно, а что чужое и не настоящее. И это важно как для японцев, так и для других людей. И мне кажется, что очень важно изучать лучшее, что придумано в мировой культуре. И мне кажется, что чайная традиция — это одна из самых интересных традиций, которые возникли и развивались в Японии. Мне кажется, в России всегда интересовались действительно дружбой с Японией. И когда при Петре Первом была организована первая школа японского языка в Петербурге, и когда Екатерина отправляла миссии для того, чтобы наладить отношения торговые, взаимовыгодные, и позже не все и у нас тоже хорошо знают историю. И историю русско-японской войны, историю Японии 100 лет назад или во время Второй мировой. И в Японии, и в России были очень разные периоды. И в Советском Союзе, и в России. Но очень важно изучать культуру и искусство друг друга для того, чтобы все-таки найти способы взаимодействия. Мы все-таки соседи. Мало того, что по планете, так еще и в общем мы соседи географически. В Советском Союзе я помню еще международные выставки, где участвовали японцы, и моя история с Японией на одной из такой началась, где мне подарили какие-то необычные игрушки, и куда бы я чем бы я ни интересовалась в дальнейшем, искусством разных стран или историей, или так получалось, что в итоге все равно я занимаюсь японским искусством, и все время к Японии что-то возвращает. И мне кажется, что у нас очень у многих людей интерес именно к Японии как человека к человеку, как друга к другу. Но понятно, что между странами все сложнее, и между странами сложнее устанавливать взаимодействие. И потому что, может быть, и другие страны в этом не заинтересованы. И как у предыдущего главы школы Урасенки, у него был девиз такой: «Через чашку чая к миру во всем мире». И вот этот девиз очень вдохновляет. Когда люди пьют друг с другом чай, готовы друг друга слушать, готовы понимать друг друга, может быть, все-таки мы сможем, наконец, наладить дружеские отношения, понимать друг друга, общаться. Но мы занимались за закрытыми дверями, то есть стараясь закрывать даже окна, чтобы никто не мог подсматривать, узнать, чем мы там занимались. Поначалу в советское время, то есть несколько людей, выезжая за рубеж, познакомились с этим видом боевых искусств японских карате и завезли в Советский Союз. И поначалу это было разрешено. И в частности, вот одни из первых родоначальников советского карате — Штурмин и Касьянов. Стали активно это направление развивать, но что-то
госчиновникам не понравилось в этом, и был вынесен запрет заниматься карате, но при этом, при всем, можно было заниматься, но в контексте именно структуры МВД, Министерства внутренних дел. А обычным гражданам было как раз вот запрещено заниматься карате. И после окончания службы в армии, то есть это как раз 1988 год, этот запрет уже был снят. И, соответственно, в этот же период стали в Советский Союз попадать и другие виды единоборств. Китайское вушу, айкидо, джиу-джитсу, в том числе и яйдо. Да, то есть изначально яйдо создавалось именно как техника реагирования на неожиданные атаки. Или наоборот, как неожиданно атаковать, когда меч находится в ноже. Но в те времена, то есть это период 16 века, да, и тем более в гораздо более позднее время, также многое было позаимствовано из практики дзен. То есть как контролировать свой разум, свой дух. Соответственно, если ситуация боя, то есть это конфликт, стрессовая ситуация, да, то есть и как правильно оценивать эту ситуацию и, соответственно, находить наиболее правильный ответ на какое-то агрессивное действие. То есть, соответственно, поначалу это изучение каких-то определенных техник, но через изучение вот этих техник это в первую очередь работа с умом, с сознанием, да, то есть через контроль своего сознания, то есть контроль как своего тела, так и телодвижений атакующих одного или нескольких противников. То есть именно вот мне стало впоследствии более интересна практика яйды, да, то есть именно с точки зрения контроля разума, то есть через контроль разума, как владеть окружающей ситуацией.